Добрый день или вечер. Сегодня мы продолжаем наш курс лекций, посвященных истории Российской империи в необычном ракурсе. Я еще раз напомню нашу идею. И в интернете, в книгах, везде можно найти массу информации о том, что как было в нашей истории. Эта информация зачастую довольно сильно противоречит друг другу. Вы же знаете, как у нас говорят, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Поэтому мы постараемся поменьше говорить о том, о чем написано и так в учебниках школьных. Мы будем мало говорить об истории российского государства, об истории государственности, о разного рода внешне-внутриполитических деяниях. Сконцентрируемся на государях как таковых, на тех, кто олицетворял собой российскую монархию. Не потому, что они чем-то важны, не потому, что от них слишком много зависело. Как покажет время, и мы об этом убедимся на разных этапах наших встреч, на самом деле от первого лица не так много зависит. От него зависит главным образом общая тенденция, общее движение. Вот. А в остальном он от всех зависит вокруг. Но так просто легче запомнить. Мы все время путаемся, кто, как, за кем шел. Вот раньше мы начали с вами с Петра I, с ним все понятно. Петр I скончался. Кто стал после Петра I? Кто возглавил империю? Это была его супруга Екатерина I. Было это в результате, как бы сейчас сказали, заговора верхов с участием гвардейцев. Первого гвардейского переворота. Екатерина I проправила совсем недолго, около 2 лет. Она восходит на престол, не имея на это прав. Об этом мы в предыдущих лекциях подробно говорили. Затем наследует Екатерине I Петр II, который не сын Петра I. Петра I к этому моменту, к несчастью, хоть и было у него 11 детей, там, не считая нескольких мертворожденных, Петра I не было наследника по мужской линии. То есть был один царевич Алексей, но судьба была его печальна. Так вот, Петр II – это внук Петра I, сын того самого убиенного или умершего, или не дожившего сутки до казни, или еще что-то с ним случившегося царевича Алексея, считавшегося изменником, государственным преступником. Вот царем становится Петр II, внук, такой тинейджер, человек, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Все дурные подростковые наклонности он успел проявить. Опять же, небольшой совсем срок своего царствования, а хороших показать пока, увы, не успел. Петр II скончался одновременно, умудрившись заболеть тяжелой простудой и оспой. Все это друг на друга наложилось. Известен Петр II был одним, страстной любовью к охоте. Вообще удивительно, конечно же, как в неполных 15 годах, совсем юный мальчик, как ему нравилось убивать. Он убивал какое-то несчитанное число зайцев, фазанов, кроликов. Вот эта тяга к мужским, как тогда считалось, активным физическим развлечениям в нем была сильно развита. Но тот, кто придет вслед за ним, будет иметь еще большую страсть к звероубийству. На смену Петру II придет дальняя родственница Петра I, Анна Иоанновна. Кто она такая, откуда она появилась, давайте эту историю вспомним. Во-первых, она никакая не Иоанновна, это у нас так для солидности. Почему-то говорят в отношении особ мужского рода, она Анна Ивановна, потому что отца ее зовут Иван Алексеевич Романов, сводный брат Петра I. Сводный, потому что отец у них один, Алексей Михайлович Тишайший. Матери у них разные. Петр I – сын от второго брака, Иван – от первого брака. Иван постарше, Иван считается в нашей истории. Наша история вообще она вся полна штампами. Вот если Иван, то обязательно малохольный. Вот он пока малохольный, такой дурачок, жутко больной, еле ходит, ничего не соображает. У них такой трон даже на двоих был с молодым Петром. Царствовали они вдвоем. Этот трон вы можете посмотреть в оружейной палате, всем рекомендую. Лавка, шитая бархатом, одна повыше спинка, другая, по-моему, пониже. Сзади окошко, тоже прикрытое бархатом, окошко открывается, в него шепчут, что надо говорить, отвечать иностранным послам, либо министрам на приемах. Понятно, почему шепчут, потому что сидящий на нем непоседа Петруша, ему вообще 10 лет, ему надо нашептывать. А вот Иван, который уже довольно юноша взрослых лет, он просто ничего не соображает, поэтому ему тоже надо нашептывать, чтобы он вел себя прилично. Нам сложно судить, в какой степени Иван был, как бы сейчас говорили, слабоумным. Может, он просто был аутистом и вообще был очень разумным человеком. Может быть, просто не любил куражиться, болтать и веселиться. Мы знаем только то, что он действительно довольно сильно болел и уже в молодом возрасте, 20 с небольшим годов, выглядел сильно старше своих лет. Кстати, не мешало ему исполнять супружеские обязанности. У него было много детей, много дочерей, и судьба этих девочек потом сыграет свою роль в истории Российской империи. Так либо иначе, с Петром он не ссорился, за власть не боролся. Долгое время официально царствовал с Петром вместе, никак не вмешиваясь в государственные дела.
И похоже, что младший брат не обращал на старшего никакого внимания, но регулярно поздравлял с праздниками и за глаза хорошо к нему относился. Ну так вот, у Ивана была дочь Анна. Эту дочь Петр выдал замуж за герцога Курлянского. Ну почему выдал Петр? Потому что Петр реально правил страной. И после смерти брата он решал, куда своих племянниц пристроить. Вот он решил, прорубив окно в Европу, восстановить ту систему династических браков, которая была еще при великих киевских князьях. Помним всю Анну Ярославну, мы про это с вами говорили. Тогда, кстати, многие девицы княжеского рода и великокняжеского рода из Киева, из Владимира выдавались замуж за иноземцев. Ну так вот, Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского. Что такое Курляндия, тоже мы с вами вспоминали. Это кусочек Латвии, часть территории современной Латвии. Россия постепенно тесня шведов. В Прибалтике подошла к границе Курляндии, но завоевывать ее не стала входить на территорию Курлянского герцогства, небольшого, но гордого немецкого государства, которое и так находилось в такой полувассальной зависимости от другого слабого государства Европы, от Польши или от Речи Посполитой, как она тогда называлась. Правили в Курляндии немцы, курлянцы, хотя основное население составляли латы, те, кого мы считаем сегодня латышами. В эпоху своего расцвета Курлянское герцогство существовало довольно долго, дольше 200 лет. Оно знало неплохие времена. Например, в середине 17 века при герцоге Курлянском Якобе Кетлере у нее даже были колонии. Вы не поверите, у крошечной Курляндии были колонии в Вест-Индии и в устье реки Гамбия на африканском побережье. Те времена экспансионистского расцвета давно уже канули в прошлое. И к моменту, когда Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского, это бедное государство. Жениться на племяннице самого Петра I, конечно, для герцога Курлянского большая честь. Он очень радуется, много ест по этому поводу на свадьбе, много пьет. Ни радости, ни особой горести супружеской жизни Анна не познала, поскольку ее супруг скончался буквально несколько недель спустя после свадьбы. Как писали в хрониках того времени, от чрезмерного питья. Ну, а анекдоты говорили, что просто он решил как-то посоревноваться с самим Петром I, кто кого перепьет. Ну, кончилось это трагически. Я думаю, что это анекдот. Ни один нормальный человек соревноваться с Петром I в этом деле не стал. Даже по морально-этическим соображениям. Ну, так либо иначе, вот пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, берет свое начало именно с этого трагического эпизода. Итак, племянница Петра Анна Иоанновна уезжает в Курляндию, в ее столицу Метаву, на территории современной Латвии, сейчас это город Елгава, свой небольшой замок, такое обедневшее сильно поместье, и получают от России, просто из российского бюджета, ежегодную, как бы сейчас сказали, дотацию. Независимый, но дотационный регион. Его нельзя сравнивать ни с Южной Осетией, ни с Абхазией, ни с Приднестровьем, потому что эти республики-то исторически входили в состав нашей страны. А Курляндия не входила исторически в состав страны, но мы ее все равно датировали. Все-таки жалко, родственница на троне. Хочется иметь ее в зоне своего влияния, а не шведского, например. Поэтому ей посылают деньги. Деньги посылает от имени дядюшки, как называл их, дядюшка-батюшка. Вот так, двойной титул такой. Мой дядюшка, батюшка Петр Алексеевич. На эти деньги ремонтируется замок, там кое-как содержится двор, ну, в общем и целом нищета. И за тем, как эти деньги расходуются, как вообще она живет, за этим следит специально присланы смотрящие. Из императорской администрации Бестужев-Рюмин присматривает за Анной Иоанновной, присматривает за делами в Курляндии, чтобы она там куда-то не переметнулась. В общем и целом руководит курлянской политикой, по ходу дела становится даже любовником Анны Иоанновны. И говорят, что когда его Петербург отозвал его потом назад, спустя какое-то время, то Анна Иоанновна страшно убивалась и писала письма: «Оставьте мне моего дорогого, значит, Бестужева-Рюмина со мной». Есть и взаимоисключающая история о том, что на самом деле он там разворовал полкурлянского бюджета. Ну, так либо иначе, судьба ее была тяжелая женская доля. Сначала долго-долго жила в Москве, и было ей там скучно, ничем себя проявить не могла. Потом вроде как вышла замуж за иностранца, иностранец тут же умер, уехала за границу, денег нет, любовник русский, но за тобой же еще и присматривает. И вот в этот самый момент Анна Иоанновна обретает нового поклонника, новую любовь в своей жизни, как бы сейчас сказали, ей еще нету и 30, в общем, совсем молодая женщина. Звали его Берон. Кто он был такой?
Человек-то сыграет большую роль потом в русской истории, поэтому расскажем о нем поподробнее. В общем, кто он был такой, никто не знает. Злые языки говорили, что он сын конюха. Никаких этому доказательств нет, кроме того, что он действительно очень разбирался в лошадях, был большим любителем и специалистом. Официальная версия из мелкопоместных курлянских, то бишь немецких дворян, пытался попасть на русскую службу еще давно при молодом Петре, ничего у него не получилось. Якобы его не взяли на службу, потому что слишком захудалого рода, что, я думаю, абсолютнейшая неправда. Кого только к нам на службу не брали, каких только бандитов и пиратов. Почему-то не попал, затаил злобу на русских. С тех пор относился ко всем русским сквозь зубы с пренебрежением, к некультурной нации. Но с Анной Иоанновной связал свою жизнь тесно и как-то по-своему даже искренне, потому что, в общем-то, это была, наверное, какая-то такая своеобразная большая любовь. Он был к этому моменту женат, дети. Времена особый, галантный век, это никак никого не смущало. У Анны Иоанновны официального мужа не было. Она находилась с женой Берона в прекраснейших отношениях. Они обедали втроем и ужинали. Потом как-то куда-то расходились. Фактически были подругами с его женой. Более того, эта дружба продолжилась, когда Анна Иоанновна станет императрицей и переедет в Москву. Вот эта вот женщина несчастной женской судьбы, небогатая, постоянно вынуждена ездить в Петербург за подачками, потому что опять крыша прохудилась, налогов нету, крошечную гвардию содержать не на что, хочется опять денег попросить. Все время такая подобострастная, услужливая, вежливая, очень скромная, несмотря на свой такой статный вид. Об ее внешности мы поговорим отдельно. В общем, она на всех в Петербурге производила хорошее впечатление. Приятная во всех отношениях, царского рода, негорделивая. Замуж выйти вряд ли сможет. Много кто пытался с ней пожениться, и даже один из самых блистательных женихов того времени, принц Морикс Саксонский, Петербург не давал на это разрешения, потому что, в этом случае ее муж мог начать вести какую-то свою политику. А зачем нужно Петербургу? Петербургу нужна несчастная вдова, которую они будут крутить как хотят. И вот тут в ее жизни происходит крутой поворот. Ее приглашают царствовать в Российскую империю. Приглашают, правда, с рядом специальных условий, кондиций, как тогда говорили, при дворе. Но тем не менее, у нее есть шанс из никому не нужной нищей герцогини где-то там на окраине Латвии вдруг стать самодержицей самой большой империи в мире. Вот такой крутой поворот. Как вы думаете, согласилась она или нет? Вы угадали. Она согласилась. Почему ей? Потому что это был самый удобный для манипулирования, как бы сейчас сказали, властными элитами кандидат. Властные элиты – это крупные олигархи, собственники, крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов. В первую очередь Долгорукие, Голицыны, выдвиженцы уже Петровской поры, Астерманы, Ягужинские, и прочие фамилии, не буду сейчас их перечислять. Им казалось, что если они пригласят на трон вот такую вот забитую, всю жизнь нуждавшуюся, все время просящую у них чего-то, без мужа, 37 годов к этому моменту женщину, то будут крутить ее как хотят. Это первая позиция. Кстати сказать, у Ивана было еще несколько дочерей, которых тоже можно было позвать, имели такие же точно права на престол, но их всех отвергли. У кого-то там была сложная матримониальная ситуация, кто-то из них вышел замуж за особу не царского рода, за простого дворянина. Если брать формальное завещание Екатерины I, то по идее, после смерти Петра надо было бы позвать кого-то из дочерей Петра I на трон. Дочерей было две – Анна и Елизавета. Но Анна, опять же, к этому моменту уже скончалась. Оставался только ее мальчик, маленький мальчик Петр, еще один внук. Петр живет за границей, в одном из германских княжеств. И это означает, что вместе с ним понаедет куча немцев, которые будут долгое время выполнять функции регента, этого никому не хотелось. Елизавета совсем еще тоже молода, непредсказуема, но самое главное не в этом. Главное в том, что ими сложнее будет манипулировать, они все-таки прямые потомки Петра I. А тут вот дальняя, никому не нужная родственница. Это первое. И второе, самое главное, ее приглашали не просто так, а на определенных условиях. Как это происходило? После скоропостижной смерти 19 января 30 года Петра II власть оказывается в руках, как я сказал уже, Верховного Тайного Совета. Группа аристократов, где главенствуют Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, запомните это имя, предлагает неожиданно, исключительно яркую и нетрадиционную вообще для истории Руси идею пригласить Анну Иоанновну на определенных кондициях.
Это вообще сподвижник Петра I, очень известный человек, отличался неподкупностью. Долгие годы в государстве отвечал за финансовые вопросы. После смерти Петра согласился с возведением на престол Екатерины I и вошел таким образом в Верховный Тайный Совет. Для начала он очень логично и убедительно мотивировал целесообразность возведения на престол Анны. Я цитирую. «Она еще в брачном возрасте, она в состоянии произвести потомство. Она рождена среди нас от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие прекрасные ее достоинства. По этим причинам считаем ее самой достойной, чтобы нами править». Попутно, там же на заседании Верховного Тайного Совета началась еще одна долгоиграющая дворцовая интрига. История дочери Петра Елизаветы. Однако кандидатура Елизаветы не стала даже обсуждаться, поскольку Голицын сказал резко: «Кухаркиных детей мы обсуждать не будем», что было намеком на низкое происхождение Елизаветы Петровны. Кстати сказать, Елизавета Петровна в чем-то повторила судьбу Анны Иоанновны и долго-долго ждала своего часа, еще 10 лет, постоянно испытывая опасность оказаться соперницей царствующей императрицы. В общем, у членов Верховного Тайного Совета были свои резоны для приглашения Анны Иоанновны на трон. Они задумали ни много ни мало ограничить монархию, дабы узаконить свое привилегированное положение в обществе и обезопасить себя от будущих выскочек-фаворитов. Суть их рассуждений передает Соловьев в истории России с древнейших времен. Сначала нам будут благодарны, сначала поласкают человека, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор, оттеснит первого вельможу на задний план. Мыслили, как говорится, верховники в правильном направлении, однако действительность оказалась для них гораздо хуже. Если говорить о героях и антигероях той эпохи, то нельзя не упомянуть еще одного человека, Генриха Иоганна Астермана, или, как его звали в Москве, Андрея Ивановича Астермана. Этот сын лютеранского священника из Вестфалии в 16 лет бежал из дома сначала в Голландию, а потом примкнул и стал секретарем адмирала, но вообще-то самого настоящего пирата, Корнелиуса Крюйса. Этот адмирал-пират воевал где только мог и за кого только мог, пока не осел в России, где его пиратские склонности оказались максимально востребованы в Петровском флоте. Вот здесь Астерман быстро выдвинулся. Его оценил Петр I как человека грамотного, образованного, к тому же, по слухам, не бравшего взяток. Ну, я каждый раз говорю здесь по слухам, потому что проверить это совершенно невозможно. Астерман мастерски владел искусством придворной интриги и на протяжении всего правления Анны Иоанновны оставался вице-канцлером, одним из первых людей в империи. Также он известен как родоначальник дипломатического насморка. Как никто другой в нашей истории умел вовремя политически заболеть, чтобы уклониться от участия в каких-либо событиях или обсуждениях с неясным для себя результатом. Астерман с блеском прошел через все тернии правления нескольких монархов, а пострадал уже при Елизавете. Вернемся к кондициям для императрицы. В 1731 году принятие Анны регалий царской власти тот самый Голицын предложил ограничить специальным актом, который вошел в историю как кондиции. Текст уговаривали составить Астермана, как человека мастерски владеющего пером, поэтому я о нем сейчас и вспомнил. Однако Астерман тут же вспомнил, что сам он человек не русский, русским владеет плохо, хотя владел лучше всех. Ему в иностранные дела вмешиваться нехорошо, и, в общем, тут же от этого уклонился. К тому же сослался на плохое самочувствие. В итоге все-таки всю ночь все члены Совета писали коллективно и согласовывали текст этих кондиций, текст условий, на которых на престол приглашалась будущая императрица Анна Иоанновна. В чем же они заключались? Я перечислю только основные пункты, чтобы вы поняли революционность этого документа. Новая властительница не имела права без согласия Верховного Тайного Совета, во-первых, объявлять войну и заключать мир. Во-вторых, вводить любые новые налоги и подати. В-третьих, вообще расходовать казенные средства по своему усмотрению. В-четвертых, производить в чины выше полковника. В-пятых, жаловать вотчины, то есть распоряжаться государственной землей. В-шестых, без суда лишать дворянина жизни либо имущества. Наконец, она не имела права вступать в брак без разрешения Верховного Совета или назначать наследника на престол. Там был еще целый ряд более мелких пунктов. Например, она не имела права никого вести с собой из Курляндии, включая Берона. Фактически пребывала одна только с личными служанками. Начиная с этого момента, страной должен был править Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет – это орган управления высшей аристократии из 8 человек, который должен был опираться в будущем на 2 палаты. Выборные палаты, такой предпарламент. Одну палату избирали из дворян,
а вторую палату избирали из городского населения, из земства. Знаете, в советских учебниках много писали о том, что это была попытка аристократического переворота, аристократы, олигархи пытались захватить власть и чуть ли не отобрать ее у несчастной Анны Иоанновны. В действительности, мне кажется, это был один из тех поворотных пунктов нашей истории, когда развитие страны пошло бы совершенно по-другому, возможно, в лучшую сторону. Потому что если бы это все сработало, если бы Голицын оказался или столь же ловким интриганом, как тот же Астерман, или если бы Голицын оказался не только умным человеком и честным, но и столь же решительным и беспощадным, как Меньшиков, у нас была бы конституционная монархия. У нас была бы конституционная монархия самого либерального образца, возможно, даже не британского, а шведского варианта. Ведь и сегодня британская королева обладает гораздо большими полномочиями в своей стране, чем обладала бы Анна Иоанновна, если бы эти кондиции в итоге действовали. Это был поразительный переломный момент в развитии нашей страны. Когда тексты кондиций были составлены и согласованы всеми верховниками, членами Верховного Совета, город был закрыт, Москва была закрыта, везде были выставлены посты. Дальше делегация от верховников поехала в Латвию. Мчались очень быстро по зимней дороге. Уже через несколько дней они были на месте. Популярно объяснили герцогине Анне ее ситуацию. Анну уговаривать долго не пришлось, потому что лучше быть, как говорится, пораженной в правах, но очень богатой императрицей большой империи, чем свободной, но очень бедной и никому не нужной герцогиней в какой-то богом забытой дыре. Не будем забывать еще одного, что как ни старались верховники, но параллельно еще несколько делегаций умудрилось прорваться через закрытые московские кордоны, в том числе делегация от Астермана, который уже тогда вел двойную игру. И они тоже приехали тайно к Анне Иоанновне, нашептали ей на другое ухо, что, мол, все не так однозначно, вы знаете, еще не все русское дворянство с этими кондициями согласно. Вы подписывайте, что хотят, а на месте разберемся. И вот Анна Иоанновна, выслушав тех других, все подписала и выехала в Москву. Уже вскоре, через несколько дней, она прибывает в город. Ее пытаются держать в изоляции, но она встречается там со своими сестрами. Она встречается с некоторыми гвардейскими офицерами, которые также объясняют ей. Не все так однозначно и не вся знать, не все дворянство, не все элиты поддерживают эти кондиции. И, наконец, происходит, в течение буквально одного дня, происходит сцена, достойная любого блокбастера, сцена отказа Анны Иоанновны от уже подписанных документов и восстановления абсолютной монархии. Кстати сказать, в документах было подписано, что если я откажусь от моей подписи, то немедленно буду лишена престола. Она отказалась от своей подписи, но престола лишена не была. Почему Анне Иоанновне так легко удалось отказаться от кондиции и произвести в обратную сторону бескровный государственный переворот? Почему конституционная монархия не просуществовала в России, по сути, ни одной минуты? А все дело в том, что верховники, члены Верховного Тайного Совета, те самые Голицын, один из которых, на мой взгляд, очень симпатичный, умный, глубокий человек, Дмитрий Голицын, незаслуженно забытый в нашей истории. Голицыны, долгорукие, примкнувший к ним Астерман. Как вел себя Астерман? Когда обсуждали, кого приглашать на престол, Астерман сказал: я иностранец, я принимать решения в этом не буду. Я убегаю, я ухожу, все, за мной пришлете. И убежал из зала. Убежал, потом вернулся, стал около двери, слушал через щелку. Что говорят? Как только расслышал фамилию, пригласим племянницу Анну Иоанновну. И кто-то закричал: ура, Анна Иоанновна, виват! Астерман тут же распахнул дверь, вбежал и сказал: «Виват, Анна Иоанновна, ура, виват!» Вот, потом всем рассказывал, я первый закричал «Виват Анне Иоанновне». Ну так вот вся вот эта компания в составе 8 человек, она ведь решила, что если не договорились между собой, то дело сделано. А дворянство, гвардейцы, они все это примут. Ведь кондиции предлагались Анне Иоанновне не от лица Верховного Тайного Совета, а от лица всего дворянства, всего общества, то есть нескольких тысяч гвардейских офицеров, членов правительства, сената, высшего генералитета и так далее, и так далее. И все вот эти несколько дней, пока везли кондиции туда, пока она их подписывала, пока она возвращалась обратно, они ровным счетом ничего не делали. Не расширяли свою социальную базу, как бы сейчас сказали. Не проводили переговоров со старшими гвардейскими офицерами, договариваясь, что они их поддержат и сколько кому заплатят, кому дадут какие чины, кого как продвинут в случае чего. Они не приводили переговоров в Сенате и правительстве. Они вообще решили, собственно, что дело сделано, и дальше ни с кем делиться не надо. А произошло с точностью да наоборот. Она приезжает в Москву. Настроение в дворянстве такое. Раньше у нас был один государь, которому надо было служить. Хороший, плохой один.
А теперь у нас их будет 8. Пойди им сразу услужив всем. При этом эти 8 особой популярностью в народе-то не пользовались. Это не было 8 героев Октябрьской революции, понимаете? Это какие-то зажравшиеся олигархи. Уже шли такие сравнения с семибоярщиной. Такое ГКЧП, кстати, членов ГКЧП тоже было 8 человек, своим бездействием и обеспечило провал собственного заговора. Как дальше происходило? 8 марта, в женский день, по новому, правда, стилю, в Кремле собралось большое собрание. Уже Анна Иоанновна, уже приняв к этому моменту императорский титул, не присутствует большое скопление народу, высшие чины, гвардейцы там и так далее. И вот зачитываются вслух те самые кондиции, которые ограничивают ее власть. По прочтении этих кондиций в зале устанавливается гробовая тишина. Дело в том, что часть народа вообще не в курсе, а часть совершенно это не поддерживает. У них как бы свои взгляды на жизнь. Потому что многие, например, требовали расширения Верховного Тайного Совета, многие дворяне. Или требовали его выборности вот в эти несколько дней, когда решалась судьба империи. Я еще раз скажу, верховники ни на какие переговоры, блоки и союзы ни с кем не шли. Возникает тишина. Ряд гвардейских офицеров начинает кричать: «Государыня, вас обманули. Это подложный документ. Мы, народ, его не согласовывали. Люди русские против. Это какие-то самозванцы вам его подсунули». Анна Иоанновна берет эти кондиции, поворачивается к одному из верховников, Долгорукому, который к ней ездил в Латвию, и говорит: «Так ты, Василий Лукич, задумал меня обмануть?» Все это в присутствии нескольких сот взбудораженных людей. Василий Лукич стоит, потупив голову. Все верховники молчат, не зная, что им сейчас делать. «Подайте мне сюда эти бумаги», — говорит Анна Иоанновна. Ей подают эти кондиции, она так еще раз на них внимательно смотрит, на подписи, и при всех рвет и швыряет на пол. Закончилась конституционная монархия в России, не начавшись. Судьба верховников была ужасна. Началось с того, что кондиции были объявлены несуществующим документом. Вот как будто их никогда не было. За одно упоминание вслух о том, что императрица когда-либо что-либо подписывала и существовал когда-то документ, ограничивающий императорскую власть, только за это били кнутом и ссылали в Сибирь сразу. Произойдешь в кабаке, слово «кондиции», язык вырвут и в Сибирь. Анна Иоанновна пытается реформировать, ну не она, конечно, новое правительство пытается реформировать как может страну. Ничего особенно вредоносного она не делает, все сводится к одному. Вообще экономика после Петра I и после правления его супруги и внучка находится в ужасном состоянии, поэтому предпринимаются разумные меры. Сокращение государственных расходов, сокращение госаппарата, посильное снижение налогов, усиление контроля за собираемостью налогов. Тут же возникает, естественно, много коррупционных процессов. Выясняется, что налоги собираются, но до казны не доходят, где-то там по пути оседают. В общем, обычные, разумные, стандартные действия нового правительства. Что можно было бы выделить? Не рассказываю слишком много про внутреннюю и внешнюю политику, но из разумного Анна Иоанновна возобновляет работы по строительству и усилению военно-морского флота. Флот пришел за последние годы в совершенное негожество. Восстанавливаться он стал именно при Анне Иоанновне. Были введены новые стандарты кораблей, активно ведется ремонт. Более того, инвестируются средства в военно-морские и в сухопутные учебные заведения. Всем этим новое правительство занимается. Какую роль играет в этом Анна Иоанновна сама как личность? Ну, тут я скажу непопулярные вещи, да. Личность, она, конечно, совершенно бестолковая. Она никогда не собиралась ничем царствовать, не могла, не умела и не имела к этому никакой склонности. Совсем. Несколько слов о внешности Анны Иоанновны. Сохранилось довольно много ее портретов. Мы не знаем, может быть, она в юности была грациозной юной леди, но к тому моменту, когда она уже взошла на императорский престол, то есть там к 37 годам, эта дама весьма страшного вида, в общем, ее некрасивость отмечали все, с разной степенью дипломатичности. Страшная, некрасивая, толстая, очень высокая, такого мужского роста. Правда, те, кто относится к ней к симпатии, говорили, что, несмотря на такую, как бы, отсутствие женского обаяния, умела быть учтива, она могла расположить к себе человека. И если хотела, даже чем-то обаять. Характер ее сформирован тем временем. Забавы Анны Иоанновны, они такие. Она очень любит стрелять. Вообще она хороший стрелок, с большой практикой. Она живет во дворцах, и вот везде открыты окна, а на подоконниках стоят заряженные ружья. Ну, тогда много было всякого зверья, и специально в том числе выпускали. Да и вообще много. В природе птицы летают. Вот найдет мимо окошка, присмотрела какую-то птичку на ветке, бах, удачный выстрел.
хорошее настроение, пошла дальше. Смотрит, заяц бежит или собака. Хватит заряженный мушкет, прицелилась, хоп, опять хорошее настроение. Это когда нет охоты. Когда начиналась охота, тут уже Анна Иоанновна проявляла себя по полной программе. Она, в отличие от подростка, недоростка Петра II, на лошади не охотилась, поскольку женщина грузная. Ставился такой вагон, такая повозка крытая в центре поляны. В этой повозке, опять же, огромное количество заряженных ружей, явства, напитки, выездной буфет. И вот на эту поляну сотнями егерей сгоняются с соседних лесов всякое зверье. Кабаны, волки, лисицы, в общем, все, кого могут согнать. Поляна огорожена, то есть, если попал вовнутрь, то выбежать можно только через какое-то там одно место. Из этого вагона Анна Иоанновна со своими ружьями начинает отстрел животных. Ей только перезаряжают, и ждет, пока дым развеется. Тогда порох был плохой. Я не буду приводить вам страшные цифры, сколько сотен и тысяч животных отстреливалось ей лично за сезон. И страшно себе представить, сколько за 10 лет. Довольно странное хобби молодой женщины, скажем так откровенно. Плюс к этому, второе любимое развлечение – это шуты, шутихи и карлики. Такого количества шутов, шутих и карликов, карлиц, всяческих уродов и уродцев при царском дворе не было никогда. Они были всегда, конечно, и при Петре, и раньше. Почему-то считалось это очень остроумным, держать каких-то несчастных больных людей рядом. Но Анна Иоанновна возвела это просто в культ. И их были десятки. Они все вокруг нее суетились, что-то клянчили, кому-то приставали, кого-то дергали, кому-то падали в ноги, пытались кого-то укусить. Анна Иоанновна полагала, что это все невероятно смешно. Один из самых знаменитых романов, посвященных времени ее правления, «Ледяной дом», кстати, кто не читал, рекомендую, потому что написано абсолютно исторически достоверно и художественно ярко. Посвящен как раз такой шутовской свадьбе. Смысл следующий. Однажды Анна Иоанновна узнала о страшном преступлении, которое совершил один из князей Голицыных из этой большой-большой семьи. Этот человек прекрасно образованный, окончивший Сорбонну, служивший еще при Петре I, прогрессивный русский аристократ, умница, интеллигент. После смерти жены своей первой уехал в Европу, где имел несчастье жениться на католичке. То ли итальянке молодой, то ли немке. Не имеет никакого значения. Не только бедняга женился на этой итальянке, он еще и так ее полюбил, что вернулся с ней в Россию. Вернувшись в Россию, он узнал, что Анна Иоанновна как-то нервно относится к институту повторного брака, особенно если супруга не православная. И какое-то время они попытались жить тайно. Донесли, супругов разлучили, несчастную итальянку куда-то задевали, историю умалчивает, то ли в Италию обратно отправили, то ли в Сибирь. Будем надеяться на первое. Князя Голицына, официально князя, возвели в шуты. Хорошо, хоть не колесовали. В шуты-квасники. В чем юмор той эпохи? Вот представьте себе, целый князь, выпускник Сорбонны, заслуженный офицер, должен был в шутовском наряде, в колпаке с бубенчиками, на званных приемах обносить всех, угощать всех квасом. Как вот сейчас официанты шампанским обносят, а он квасом. Каждый, кому он предлагал квас, мог либо, отказаться, либо взять у него чарочку, выпить, сделать глоток, а остаток обязательно вылить ему в лицо. Шутка юмора такая была. Но этого нам не показалось мало, поэтому она решила учредить еще и повторную свадьбу князя Голицына. Выбрала для этого какую-то калмычку-карлицу невысокого роста. Сказала, что хотел ты жениться на иноземке итальянке, будешь теперь на иноземке калмычке. С этой целью был в Петербурге построен гигантский дворец изо льда. Такой небольшой Петергоф. Стоил огромных денег. Организован гигантский праздник, фейерверки, многодневные гуляния. Страшных денег стоило это все бюджету. Жениха и невесту оставили в дворце. Жених уже весьма преклонных годов. Оставили в этом ледяном дворце, все это дело зимой происходит. Я думаю, там погода сильно за -20. Оставляют их на свадебную ночь в этом дворце. Еще представляют солдата, который должен был внимательно следить, чтобы они исполняли свои супружеские обязанности. Слава богу, то ли солдат попался сердобольный, и, наверное, князь и денег ему немного заплатил, поэтому принесли им какие-то полушубки, что-то теплое. Они всю ночь там просидели, грелись как могли, и, в общем, остались живы. А так до этого момента они так и числились мужем и женой, несчастная карлица и князь Голицын. Такой был уровень юмора у Анны Иоанновны. А еще она очень любила, когда ей рассказывали всякие сказки, говорливые бабки. Поэтому говорливых бабок особыми царскими указами собирали по всей стране. И Анна Иоанновна, я не шучу, писала письма. Я слышала, что у вас в деревне, под Архангельском, есть бабка, отлично рассказывает истории народные. Срочно привести ее ко мне, будет эти истории рассказывать мне. Их собирали. Любила она окружать себя такими говорливыми
сказительницами. Ну и, конечно, нельзя говорить об Анне Иоанновне, если не сказать об эпохе террора, репрессий и бероновщины. При ком было больше репрессий, при Анне Иоанновне или при Петре? Ну, конечно, больше всего репрессий было при Петре Первом. Потому что при Петре Первом репрессии носили массовый, системный характер. И речь не только о стрелецких волнениях, не только о Булавинском восстании, не только о массовых подавлениях крестьянских выступлений по всей стране. Речь в целом о ценности человеческой жизни. При Анне Иоанновне репрессии казались более страшными, потому что они касались верхушки правящего класса. Поверьте мне, там 95% населения России никак-то не замечало. Но те показательные казни, показательные расправы, которые приводились при ней над целыми дворянскими семьями, родами, например, над Долгорукими, они, конечно, ужасали Россию. Долгорукие, те самые, попавшие в фавор при мальчике-подростке Петре II, те самые, которые придумали историю с подложным завещанием, копировали почерк умирающего или уже умершего императора-внука Петра, те самые, которые пытались провозгласить его невесту Екатерину, Катю, императрицей. И судьба их была ужасна. Раскрывалась эта история поэтапно. Сначала их просто отправили в ссылку, потом из ссылки вернули, потом пытали. Потом кто-то под пыткой сознался из них в этом, значит, страшнейшем из возможных для той эпохи злодеяний попытка захвата престола. В результате одного из Долгоруких, я специально не хочу здесь перечислять конкретно уже фамилии, понимаете, чтобы не живописать подробности, но одного из них колесовали, такая совсем забытая казнь. Кого-то из них приговаривали к четвертованию, потом это отменяли на просто отрубание головы. Все это произвело на общество совершенно ужаснейшее впечатление. Широко применялась практика расследования государственных преступлений по принципу слова и дела государева. Это была очень страшная история. То есть любой человек мог в присутствии какого-то государственного силового служащего, офицера гвардии, закричать слово и дело государева. Его должны были задержать. Это означает, что у него имелась информация государственной важности о попытке, как минимум, государственного переворота. А говорить могли любого. Если это подтверждалось хотя бы частично, пытки были страшными. Если это не подтверждалось, пытали того, кто пытался говорить. Вообще дело было рискованное, потому что, заявляя слово и дело, ты должен был как-то это доказать. Очень часто доказательство тоже проводилось под пыткой. При Анне Иоанновне это приняло довольно массовый характер. Судимых по политическим мотивам насчитали наши историки до 20 тысяч человек. Расширилась география, как тогда говорили, высылки. Если раньше высылали просто на Урал, на север Урала, как Менщикова, туда, в Березов, стали высылать все чаще в Сибирь, даже на Камчатку осужденных, где, естественно, условия их жизни были чудовищными. Все это очень часто называлось таким общим термином бероновщина, потому что проводилось под эгидой как бы от имени главного фаворита Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Берона. Вот все, что происходило ужасного во время царствования, связывалось с ним. Я напомню, что в кондициях верховники поставили один интересный пункт. Ни в коем случае не приводите с собой из Курляндии никаких курлянских дворян. Сделано это было специально, чтобы не привезли Берона. Он и имелся в виду как любовник, фаворит и очень близкий к Анне Иоанновне человек. Он появился в жизни Анны Иоанновны задолго до описываемых событий. Он управлял официально всеми ее имениями, был действительно любовью всей ее жизни, ради которой она была готова на все. В Россию приехал вместе со своей женой, с семьей. Все они и составляли ближний круг императрицы, такие были вот реалии галантного века. Было распространено мнение впоследствии уже при Елизавете о каком-то невероятном влиянии Берона на русскую политику. И его не было. Он влиял только на императрицу. Больше ни на кого. Распространена была позиция об особых привилегиях немцам при дворе Анне Иоанновне. Этих привилегий тоже не было. Ну, то есть немцев было несколько, конечно, во главе. Тот же Миних, Астерман, Берон. Но они все были в ужасных отношениях друг с другом. Постоянно грызлись и интриговали друг против друга. Вообще русских было гораздо больше в правительстве. Данные о каком-то колоссальном казнократстве Берона ничем были не подтверждены. В этом отношении он был вполне скромных запросов. Далеко ему было до Менщикова. Единственное, что правда, что он был таким, знаете, бытовым русофобом. Русских не любил, всячески это подчеркивал и говорил, что вас надо только вот кнутом бить, вы по-хорошему не понимаете. Однако эта бытовая русофобия в реальности никаким немецким засильем не сопровождалась. Как посчитали историки, всего люди не русского происхождения при Анне Иоанновне занимали не больше
четверти властных постов. При всем при этом есть и другие сведения. Есть, например, сведения о том, что, вот я сейчас зацитирую одного из современников, что Берон в обращении был весьма вежлив, воспитание имел хорошее, желал всем казаться приятным. В нем ума только было мало, поэтому он дозволял другим управлять собой и не отличал дурных советов от хороших. Ну, такое можно сказать о многих людях. Любопытно, что Берон прожил долгую жизнь. И в конце концов, мы об этом еще будем говорить, вообще это подтверждение того, что в России надо жить долго. В итоге он пережил и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну. Оказался еще настоящим герцогом Курлянским, где и был похоронен в Курляндии. Тело его было мумифицировано, забальзамировано. И вот его мумия в бархатном коричневом кафтане французского покроя с Андреевской звездой на груди долгие годы хранилась в подвале замка в Метаве. Даже сохранилась фотография этой мумии 1914 года. Однако уже последующие события, мировые войны и революцию, их мумия не пережила. Роль Берона, еще раз подчеркну, и степень его влияния на русскую политику были крайне преувеличены. Лучше всего по этому поводу высказался Пушкин. Александр Сергеевич писал: «Берон имел несчастье быть немцем, и на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Точнее, пожалуй, и не скажешь. Можно еще привести один пример, который потряс, конечно, русское общественное мнение той поры. Это расправу над кабинет-министром Волынским. Кабинет-министр — это не совсем премьер-министр, но это, можно сказать, один из руководителей правительства той поры. Их было несколько кабинет-министров, могло быть несколько одновременно. Это был такой весьма ловкий, стопроцентно русский, эффективный менеджер, как бы сейчас сказали, которого, кстати, Берон всячески поддерживал, но потом на каком-то этапе они поссорились, Берон стал его ревновать к его влиянию. Это был хороший чиновник, хороший управленец, разного рода жалобы, судейские дела рассматривались при Волынском гораздо быстрее, чем ранее. Но ведь у нас эффективность никогда не является причиной ни для возвышения, ни для падения. Возвысился он случайно, благодаря поддержке Берона, а пал также случайно, благодаря серии наветов и прекращению поддержки Берона. В итоге Волынского обвинили во всех смертных грехах, главным из которых был, конечно, тот, что он якобы где-то дурно отзывался об Анне Иоанновне. Это самая ключевая история. И распространял слухи об ее сожительстве с Бероном. За это отправляли в Сибирь моментально. Но кроме этого, Волынскому вменили в вину еще якобы некие бунтовские речи. Там без детализации, в чем они заключались, понять невозможно. Да, в принципе, и были ли они, тоже не имеет никакого значения. Главное, я вот на что обращу ваше внимание. Кабинет-министр, почти премьер. Уровень обвинений, бунтовские речи и что-то там, какие-то сплетни, что-то там не то, нехорошее про императрицу сказал. Никаких действий нет, никакого заговора нет, никакого восстания декабристов, никакой пугачевщины. Никакой попытки вооруженного переворота. Идет следствие и суд. Следствие и суд занимает, как вы думаете, сколько времени? 3 дня. Из этих 3 дней 2 дня Волынского жутко пытают. Как пытали тогда, я даже описывать вам не хочу, спать не сможете. Волынский выдерживает все пытки, вообще это говорит о таком нечеловеческом совершенно упорстве, ни в чем не сознается. Все равно на 3-й день выносится смертный приговор. Кстати, его судили русские люди, которые решают следующее. Я буду читать дословно, дабы вы понимали стиль того времени. Первое. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого на кол посадить, вырезав у него предварительный язык. Теперь фантазию проявите и поймите, что такое посадить на кол живого. Это еще не все. Его конфидентов-сообщников четвертовать, а только после отсечь им головы. Все имения Волынского конфисковать, дочерей и сына сослать в вечную ссылку. Это куда-нибудь на Камчатку, где они медленно умрут. Императрица смягчила приговор, указав, что достаточно четвертовать одного Волынского. Можно обойтись и без посадки на кол. Конфидентам просто отсечь головы, а кое-кого из них лишь наказать кнутом и сослать навечно. 27 июня 1740 года в центре Петербурга прилюдно кабинет-министру Волынскому вырвали язык, отрубили руку, затем голову. Во время суда он говорил, пока еще мог говорить: «Нам, русским, хлеба не надо, мы друг дружку едим и тем сыты бываем». Вот такое было время Анны Иоанновны. Я подведу итоги. Есть такое мнение, что монархия лучше всегда демократии, потому что в результате монархической системы наследования на троне
чисто случайно может оказаться добрый, порядочный человек. При демократии это абсолютно исключено. Такой никогда не прорвется к власти. Я буду еще не раз возвращаться к этой ироничной мысли, говоря о русских монархах. В случае с Анной Иоанновной России не повезло. На троне оказался не добрый и не человечный человек, а оказалась глупая, необразованная, некрасивая, дурная и злая баба с плохим чувством юмора, воплощавшая все возможные пороки своего времени. Обиженная временем, обиженная судьбой, все свои обиды она выместила за эти 10 лет на своих подданных. Однако это не означает, что за годы ее правления со страной произошло что-то ужасное. Нет. И при такой правительнице были толковые администраторы, тот же Волынский, тот же Астерман, были и другие. И при такой правительнице происходило что-то хорошее, восстанавливался флот, проводились северные экспедиции, осваивалась Сибирь, осваивалась Камчатка, появлялись первые театры в Петербурге наряду с шутами. Даже было основано Вагановское училище, которое было совсем маленькое, крошечное, всего лишь 12 там было учеников, но они очень этим гордятся. Все преподаватели Вагановки говорят, что да, мы немножко лет так на 50 постарше Соединенных Штатов Америки. Потому что было модно танцевать. Появились новые европейские культурные веяния. Это не говорит хорошо об Анне Иоанновне. Эти 10 лет с точки зрения нравственности и духовного развития страны, конечно, были для нас потеряны. Но еще раз подчеркну, большинство населения никак этого не заметило. А вот элиты, Петербург, Москва, конечно, вспоминали ее правление с ужасом. И тем больше был контраст, когда на престол в результате очередного дворцового переворота взошла дочь Петра Елизавета Петровна, тем ярче был контраст между доброй, кроткой, как ее называли, милостливой Елизаветой, и вот этим вот чудищем в юбке Анны Иоанновны. Хотя, в общем-то, Елизавета тоже была не всегда доброй. На престол она зашла не сразу. Между ней и Анной Иоанновной был целый год перерыв. А вот кто в этот перерыв правил Россией, что несколько месяцев происходило, пишите об этом в комментариях. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает.